Николай Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы опять вас приветствуем в нашем стрелковом клубе «Импульс». Итак, сегодня более подробно попрактикуемся, поработаем с карабинов. Прежде всего, касательно тюнинга. У многих стрелков возникают вопросы по весу дополнительных элементов. Давайте сразу развеем эти мифы и проверим на практике. Берем штатные, берем наши металлические и берем легкие, якобы пластиковые аналоги. Давайте. Давайте берем сразу с цевья. Самый основной элемент, как мы раньше сказали, это цевье. Штатное цевье, пластиковое автомата Калашникова. Оно кладем на весы и узнаем, что весит 117 грамм. Деревянное цевье автомата Калашникова весит 103 грамма. Я думаю, стоит вот это проверить. Цевье пластиковое с планками Пикатини, но не полноценными планками Пикатини, а укороченными планками Пикатини, которое должно быть легче с логики. Но почему-то оно весит 184 грамма. А теперь берем наши цевья. Цевье, которое имеет планку Пикатини снизу и одну планку справа. Оно весит 127 грамм, что соответствует на 10 грамм всего-навсего тяжелее пластикового штатного, но существенно легче импортного аналога. Если мы скажем, что там две планки, здесь одна, хорошо, возьмем полноценное цевье с планками Пикатини с обоих сторон и плюс планка Пикатини снизу. Кладем на весы и узнаем, что оно весит 176 грамм, что легче пластикового цевья усеченного. Таким образом, первый миф, что металл это очень тяжело, я считаю, что наглядно показали, что намного легче. Хорошо, мы посмотрели цевье. А что по поводу приклада? Хорошо, давайте по поводу приклада. Штатный приклад автомата Калашникова. Без пенала, сразу, чтобы не было никаких претензий. Он весит 330 грамм. Приклад ПТ-1, который мы с вами в прошлый раз испытывали. Я с него снял щеку, так как на штатном прикладе ее нет. Но функция телескопа в нем сохранилась. На нем установлена одна антапка, одна снята. Оставлена более тяжелая антапка, более легкая снята. А также в полном комплекте замок вместе с прикладной планкой. Для того, чтобы быть объективными, мы показываем правду, как оно есть. Он весит 350 грамм, что на 20 грамм тяжелее штатного приклада. Но при этом сохранилась функция. Но у нас есть телескоп, там его нет. Все остальные функции, они дополнительные. Но опять же, если мы говорим о дополнительных функциях, один из элементов это верхняя планка Пикатини. Если мы возьмем деревянная легкая накладка, она весит 41 грамм. Берем нашу металлическую, опять же обращу внимание, что с винтами, с остальными вставками, как положено. Она весит 67 грамм. Это на 26 грамм тяжелее. Но при этом мы получаем посадочное место. Следующий элемент это крышка ствольной коробки, если говорить об автомате Калашникова. Крышка ствольной коробки, вот она, штатная крышка ствольной коробки, весит 126 грамм. Но это штатная крышка, на ней нет вообще планок Пикатини ничего. Для того, чтобы что-то поставить над ней, на ласточкин хвост ставится кронштейн. Это самый легкий кронштейн, какой существует. И он весит 170 грамм. Вместе с крышкой весит 296 грамм. Давайте. Установив крышку B33, мы получаем 211 грамм, что легче. То есть это опять же миф, что поставив крышку ствольной коробки, мы утяжелили автомат, мы его облегчили, он стал легче весить. Поэтому мы предлагаем элементы, а человек выбирает, что он поставит.
Поставив фонарь, мы выполняем функцию освещения и целеуказания. И помнится, мы с вами собирались его немножко потестировать. Да, собирались. Так давайте попробуем. Давайте попробуем. Николай Анатольевич, проверим вашу продукцию на Давайте. прочность? Но на самом деле это банально. Я предлагаю сделать более интересную проверку. Кинем об стенку? Нет, выстрелим в него из 12-го калибра. Давайте. Ну что, попробуем. Ну что, Николай Иванович, я попал. Давайте теперь попробуем его включить. Все работает. Работает. А попаданий, давайте посчитаем, сколько попаданий было в сам фонарь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Причем обратите внимание, попадание было как в корпус фонаря, в юстировку, так и в корпус, который защищает стекло. Но стекло при этом у нас осталось целое. Хочу заметить, что попадание было не только в фонарь. Досталось ручки, досталось цевью Досталось дульнику, и накладки на газоотводную трубку. да, но все осталось целое. Все осталось рабочее. Николай Анатольевич. На самом деле результат хорош. Ну что же, Николай Анатольевич, следующая претензия, которая предъявляется стрелками к металлическим элементам, это чрезмерный нагрев цевья при интенсивной стрельбе. Вот давайте проверим. У нас есть с собой пирометр. Сейчас вы берете, стреляете со штатным цевьем и стреляем с нашим цевьем. И проверяем, какая температура будет у цевья, у крышки ствольной коробки и у ствола. Потому что нельзя здесь разделять эти три узла. Наше цевье, помимо того, что оно удобно для удержания, постановки дополнительных элементов, оно легче, но оно еще является радиатором ствола. Мы снимаем температуру разогрева ствола. Но при этом пирометр покажет, какова температура реальная, настоящая на цевье. Отлично, давайте попробуем. Николай Анатольевич, проверим вначале штатное цевье. Хорошо, давайте приступим. Двадцать 25 градусов, 26 градусов, цевье 25 градусов, ствол 24 градуса. Ну что, Николай Анатольевич, результат получен? Да. Проверим теперь наше цевье. Проверим ваше. — 25 градусов, 21 градус, 21 градус. Результат получен. Ну что же, Николай Анатольевич, очень впечатляет. Остался еще один вопрос по поводу установки. Многие считают, что все это можно установить только в специализированных мастерских и требует специальных навыков. Нет, это такой же миф, как и те, которые мы только что развеяли. Дело в том, что концепция нашего тюнинга – это как в конструкторе. Человек сам ставит то, что ему нужно. В данном случае мы поставили максимальное количество. И давайте, приглашайте нас, и мы в следующем передаче с вами проверим, насколько просто и легко и быстро любой человек может это установить. Ну что же, милости просим. Был рад с вами работать. Взаимно.